Добрый вечер всем. Как вы меня видите, как слышите? У нас трансляция идет сразу в два источника. Это и YouTube, и Instagram. YouTube, Instagram. У нас с вами есть ровно час для того, чтобы обсудить вопросы, которые вас беспокоят. Я по возможности постараюсь ответить, дать как можно больше ответов, конечно, но обещать не могу, потому что все-таки вопросы поступают и оттуда, и отсюда. Очень тяжело так. Так, если мужчина говорит, что это назло, а потом сознается в этом, выходит, он намеренно причиняет мне вред, можно ли говорить о амбивалентности чувств такого человека, или это инфантильность? Нет, это осознанное нарушение границ личного пространства. То есть человек понимает, что он может причинить вам боль своими высказываниями, но при этом делает это. Поэтому здесь речь не идет про амбивалентность, либо про инфантильность. Нужно говорить о том, что происходит нарушение границ. Агрессия и протест по поводу задания с мамой в курсе «Я женщина». Не могу ее благодарить. Что делать? Ну, давайте мы эти вопросы будем по курсу обсуждать в рамках курса. Вы можете написать там либо мне в личном сообщении, либо психологам на курсе, и мы это проработаем. То есть сейчас, я думаю, не совсем уместно это будет делать. Через какое время можно спрашивать у мужчины, есть ли у него планы в будущем на меня? Ну, время от полугода, то есть полугода достаточно для того, чтобы задавать такие вопросы. Кто-то задает их раньше. То есть здесь нет какой-то конкретной привязки к срокам. То есть понятно, что в первый день не нужно задавать такой вопрос, что там у нас, какие планы на будущее. Он еще не понимает, за кого он берет ответственность, вообще готов ли он взять ответственность. Вот. А если вы в отношениях уже находитесь приличное количество времени, конечно, можно спросить об этом. Нужно даже. Даже нужно. Помогите, как бороться с вещизмом и захлопнуть дома, на какую скрытую проблему это указывает. Но нужно подробно разбираться в этом, Юля, почему вы захламляете свой дом, чего-то вам не хватает, что-то вы получаете за счет того, что наполняете свою жизнь какими-то вещами, которые вам вообще не нужны. Вот. Но здесь, конечно, нужно говорить также и про ту энергию, которую вы приносите к себе в дом. То есть вы берете чужие вещи, которые, возможно, никому уже не нужны, а может быть, покупаете то, что вам в принципе не надо. То есть там нет никаких энергетических состояний. Захламленность – это прямой путь к нищете. Понимаете? Очень зависает интернет из-за сердечков, можно их отключить. Угу. Так. Если муж пьет ежедневно пиво по несколько литров, я ушла, живу у мамы. Уговоры не помогли, естественно. Он говорит, что не пьяница. Стоит ли пытаться с ним жить или нет? Ну, мужчина отрицает свой алкоголизм. Прекрасно понимаем, да, что употребление алкоголя, тем более в таком количестве, несколько литров в день, это говорит о том, что ваш мужчина алкоголик. Самый настоящий. Верить ли мужчинам, которые изменяют? Но зачем верить человеку, который неоднократно показывает вам, что ему верить нельзя? Ну, вполне логично, правда? Вполне логично. Так, есть ли какие-то шансы для отношений, если после общения уже год он не дает никаких обещаний, ничего вообще? Ну, вы задавайте вопросы. Почему вы не задаете вопросы своему мужчине? Чего вы боитесь? Чего вы боитесь?
задать вопрос мужчине, что дальше, какие планы на будущее, будем ли мы с тобой мужем и женой, к чему ведут наши отношения, почему вы не боитесь ложиться в постель. То есть в постель мы не боимся ложиться, а задавать вопросы боимся. По какой причине? По какой причине? Слишком много плохого опыта в отношениях, нет уверенности, что будет иначе. Как быть? Не знаю, как быть. Вот честно, не знаю, как быть, потому что я не знаю вашей ситуации. Давайте я сделаю громче. Я уже сделал как максимально громко, как только возможно. Может ли мужчина жить ради детей без чувств? Ну, конечно, может. Почему не может? Для мужчины вообще развод – это такое, знаете, состояние не очень хорошее. Поэтому он готов жить и без чувств, и готов жить без любви. Но главное, чтобы все было привычно и комфортно. Здравствуйте, мой муж абьюзер, у нас 2 детей. Решила развестись. Нет больше сил и энергии терпеть это. Но как уйти, если он угрожает физической расправой? Я боюсь за себя и детей. Он настоящий психопат. Во-первых, нужно оповестить всех своих родственников, друзей и знакомых о том, что вы планируете уходить от мужчины. Написать заявление в полицию об угрозах. Обратиться за помощью. Чем больше людей будут знать о том, что происходит в ваших отношениях, тем лучше. Тем лучше. Оплата за курс через WebMoney предусмотрена. Я, честно, даже сказать не могу. Вам, наверное, проще здесь оставить свой телефон в комментариях в YouTube. И менеджер с вами свяжется и все вам расскажет и объяснит. Я живу с абьюзером, записалась на курс «Я женщина». Если после я сильно изменюсь, полюблю себя, есть ли смысл надеяться, что изменится он? Об этом сейчас даже не думайте. Об этом сейчас даже не думайте. Думайте о том, как вы будете работать с собой, над своим запросом в рамках курса. В рамках курса. Что очень многие девушки, которые приходят на программу «Я женщина», думают над тем, а как моя трансформация повлияет на других людей. Думайте на тему, как ваша трансформация повлияет на вас. То есть это самое главное, это первично. Вот о чем сейчас нужно думать. Очень проблематичное отношение с мамой. Мой мужчина транслирует мне в своем отношении ко мне такое же отношение, какое у меня было в детстве. Да и сейчас с мамой говорит, что любит, но при этом пренебрегает мной и моими интересами. Можно ли выстроить гармоничные отношения с мужчиной, не выстраивая их с мамой? Вот у нас сегодня на курсе «Я женщина» был вебинар дочки матери. Мы разбирали отношения мамы и дочери. Отношения мамы и дочери самые сложные из всех видов отношений. Сложнее отношения папы и дочери, мамы и сына и так далее. Поэтому до тех пор, пока у женщины не проработаны отношения с мамой, пока нет сепарации с мамой, ничего не поможет. То есть ваши отношения с мужчинами будут страдать. Вы там будете чувствовать себя недолюбленной, ненужной, отвергнутой и многое. Ну, может быть, наоборот, будете в состоянии такой, знаете, противозависимости, в состоянии агрессии в отношениях с мужчиной. Это важно понимать. Можно ли на курсе проработать проблемы, из-за которых возникает пищевая зависимость? Можно, но мы конкретно не работаем целенаправленно с пищевыми зависимостями. Но, скорее всего, вы заедаете какие-то состояния, какие-то эмоции, недостаток каких-то чувств. Я думаю, что на курсе вы, поработая над собой, все-таки обнаружите проблему, которая вас заставляет идти и много есть. Булочки, пироженки, сладости. Здравствуйте. Почему мой мужчина любит и также ненавидит, выгоняет из дома, а потом говорит, что жить не может без меня? Ну, потому что у вашего мужа проблемы с психикой. И, возможно, такая модель поведения, отношения для него является нормой. Понимаете?
Вот смотрите, все вопросы, которые вы задаете, их можно обобщить и свести к единому. Как бороться с ревностью, как бороться с неуважением, как сделать так, чтобы он уважал, как делать так, чтобы он не бил, как сделать так, чтобы не пил, а как жить без чувств, а как это, как вот это, как вот это. И здесь, конечно, можно каждый из вас давать какие-то ответы. Но вот я вам честно скажу, любой мой ответ, что бы я сейчас ни сказал, он не будет принят вами, он не будет использован вами, он не принесет никакой пользы. По одной простой причине. Невозможно решить проблему, поработать с запросом, если вы надеетесь исключительно на какую-то рекомендацию. Рекомендации я не даю. Вот вы пишете, и что получается, если он со мной живет без чувств, не развестись? Да откуда же я знаю, что вам сделать? Хотите – живите, хотите – не живите, хотите – терпите побои, хотите – не терпите. То есть здесь же, знаете, как глоток воды. Набираем в рот, можем проглотить, можем выплюнуть. Все. Обратного не дано. Но рано или поздно что-то произойдет с этим глотком воды. Во рту его бесконечно долго держать невозможно. Либо проглотите, либо сплюнете. Так же и здесь. Но вопрос в другом. Что мешает мне принять решение что-то поменять в своей жизни? Безусловно, психика человека устроена таким образом, что когда мы натыкаемся на какие-то болезненные ощущения, которые до боли напоминают ситуации прошлого, то здесь что происходит? Мы всячески пытаемся избежать повторения этой ситуации. Когда мы говорим о решении какой-то проблемы, это значит, нужно пойти куда? В свою боль, в свою травму и поработать с этой травмой. Очень многие люди этого не хотят. То есть им проще обойти вокруг, не соприкасаться с проблемой, не соприкасаться со своей травмой, получить какую-то рекомендацию, совет, какие-то конкретные действия и установки. Конкретные действия и установки не работают. Был вопрос, в начале девушка написала, какие фильмы посмотреть для того, чтобы наладить отношения с мужчиной. Никакие. Нет таких фильмов, которые поспособствуют тому, чтобы вы наладили отношения. Мы все, мужчины и женщины, общаемся друг с другом через свои травмы, которые мы когда-то обрели в детские годы, в подростковом возрасте. То есть эта травматика, она транслируется нами. Мы делаем все возможное, чтобы избежать повторного травмирования. То есть встречаются два человека, один травматик и второй. И каждый с позиции своих прожитых лет, со своего опыта начинает выстраивать диалог со своим партнером. Кто-то уходит в состояние жертвы, кто-то уходит в состояние агрессии, кто-то уходит в роль спасателя и взаимодействует в этих отношениях. Муж пьет, что делать? Ничего не делать. Ничего не делать. Муж пьет. Ну и пусть пьет. Что вы хотите? Чтобы он бросил пить? Ему нравится пить. Что вы хотите? Чтобы он прислушался к вам, это будет доказательством его любви по отношению к вам, если он бросит пить. Займитесь своей жизнью, займитесь своим развитием, займитесь самооценкой своей, поработайте с границами личного пространства, избавьтесь от негативных паттернов мышления, поработайте со своими нейроассоциациями, проработайте отношения с родителями. Видите, сколько я вам уже всего набросал? Видите всего, сколько набросал? Как не ревновать мужа? Тот же самый ответ. Никак не ревновать. Работать над собой. Работать над собой. Работать не для того, чтобы мужа поменять, не для того, чтобы ему угодить, для того, чтобы себя начать любить. Вот всех женщин, ну большую часть женщин объединяет очень важная деталь. Знаете какая? Очень простая. Нелюбовь к себе. Понимаете? Нелюбовь к себе. Вот женщины по какой-то причине до такой степени не любят себя, что позволяют себе находиться в отношениях, где их бьют, где мужики бухают, изменяют, унижают, оскорбляют. Вот просто ведут себя по отношению к женщине хуже, чем к собаке уличной, понимаете? Сидит, кукует. Что мне сделать, чтобы он перестал пить? Что мне сделать, чтобы перестал бить? Что сделать, чтобы? Я вам даю конкретное решение вопроса. Вот с девочками всю неделю мы работали
на бесплатном онлайн-курсе «Я такая одна, удобная или уникальная». Проблем масса. Я говорю, дорогие мои, 23 сентября стартует онлайн-курс, на который сейчас действует скидка. Он стоит 10 тысяч, сейчас его можно приобрести за 6 900. Со следующей недели стоимость повысится. Он уже не будет стоить 6 900. Инвестируйте в себя. Инвестируйте в себя время, деньги. Это не такая большая сумма. 6900 рублей за месяц работы над собой. Месяц работы в онлайн-группе вместе с психологами, с практическими заданиями. Нет, я хочу совет. Хочу, чтобы мне сказали, как мне нужно жить. Никакие советы не работают. Никакие советы не работают. Потому что все, что должен поменять человек, это поэтапная работа. То есть сначала нужно начать работать с границами личного пространства, чтобы не оказываться в треугольнике Карпмана и не быть жертвой, агрессором, либо спасателем. И так дальше пошагово. Это все прорабатывается. Этому нужно уделить время. Это нужно взять ручку, понимаете? Это нужно сесть. Это нужно найти рабочую тетрадь, выписывать упражнения, выполнять эти практики, анализировать, проходить тесты. Это работа над собой. А когда мы задаем вопросы, как не ревновать мужа, займитесь самореализацией, работайте над своей самооценкой. Следующий вопрос от вас поступит: а как? Окей, поработайте с уверенностью в себе. А как? Ну, проработайте отношения с родителями. А как? То есть эти «а как» вопросы, они будут постоянно поступать. А знаете почему? Потому что, услышав от меня предложение поработать над собой на онлайн-программе, вам проще остаться со своим вопросом. Потому что вам на самом деле, многим из вас, ответ на вопрос ваш не нужен. Вы хотите задавать вопросы. Задавать вопросы мне, своим подругам, читать статьи, смотреть фильмы, но при этом ничего не менять. Вообще. Это как позиция жертвы. Жертва страдает в отношениях, хочет счастья, которого на самом деле не хочет. Ей нравится страдать, потому что страдание – это единственный способ привлечь к себе внимание, снисхождение окружающих, какую-то эмпатию, понимаете? То есть она сидит, ее муж лупит там, как хочет, унижает, тварью обзывает, изменяет ей, ходит. Она будет сидеть вот так и смотреть. Жалко мне таких женщин? Нет, не жалко. Вообще не жалко. Даже не на капелечку, честное слово. Вот просто никаких эмоций не испытываю к такой женщине. Если ей на себя наплевать, почему мне должно быть интересно, как она живет? Ну вот если женщину бьет муж, она с ним спит, ложится в постель. Что можно об этой женщине говорить тогда? О том, что она хочет спасти себя? Если вы ложитесь в постель к мужчине, который вас унижает, о каких отношениях вы говорите? Если вы спите с алкоголиками, с наркоманами, с безработными мужиками, которые вам ни подарки не покупают, ни деньги не дают, жениться на вас не хотят, вам все равно. Вы все равно продолжаете с этим мужчиной ложиться в постель. Марк, вот вы говорите, что секс на ранних этапах отношений или в любовном треугольнике вреден для женщины в физическом и психологическом плане. Но ведь и длительное отсутствие секса также пагубно влияет на здоровье женщины. Вы знаете, я вам так скажу. Пагубнее, чем секс в неопределенных отношениях и на ранних сроках, и секс для здоровья, как его называют еще, на самом деле секс для инвалидности. Хуже вам от этого не будет, понимаете? Не будет. Что вы все замешали на этот секс? Другого в жизни ничего нет, кроме секса. Вы же понимаете, что многие женщины через секс, и мужчины тоже, удовлетворяют потребности, которые можно удовлетворить, эмоции, чувства свои, через другие состояния. Ушла от первого мужа тирана, нашла мужа гулящего. Ну вот результат. Почему? Потому что не поработали над собой. Изменила мужа, но не жалею об этом. Думала, буду что-то чувствовать, вину, стыдно, ничего. Что это может значить? Не знаю, что это может значить. Вам хорошо. Ничего не чувствуете, видите?
Вы сказали, что курс терапевтический. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Что конкретно вас интересует? То, что курс наполнен практическими методиками, практиками, основанными на глубинной психологии, да, да. Вы как будто внушаете мне, что я не могу не страдать. Я сейчас уже на курсе нахожусь, после курса надеялась, что все изменится. Я никому ничего не внушаю. Что я вам сейчас внушил? Что вы не можете страдать. Но если вы не страдаете, вы хотите и как-то из пальца выжать эти страдания? Научиться страдать, потому что надо пострадать? М? Уход от реальности, вымышленный мир, что с этим делать? Это зависимость. Это зависимость. Уход от реальности, вымышленный мир всегда сопровождается активной работой гормональной системы. Вам нравится фантазировать, визуализировать. Это все способствует тому, чтобы в процессе визуализации вырабатывались гормоны поощрения. Например, такой гормон, как дофамин. А учитывая, что дофамин является наркотическим гормоном, ну и эндорфины тоже, то вы якоритесь на этом состоянии. Мечтать значит получать удовольствие. Возвращаться в реальную жизнь, страдать. Все, мозг принимает решение как можно чаще находиться в состоянии визуализации. Вообще визуализация, она очень опасна, если вы неправильно ей пользуетесь. То есть если вы неправильно визуализируете, ничего не поменяется в жизни. Вы подсядете на вот эту иглу визуализации, но при этом выйдете из реальности, потому что там все гораздо сложнее. Мой жених изменил мне с бывшей, живет с ней, не пускает меня строить личную жизнь, не очень хорошие отношения, с кем живет. Ну это же, вот понимаете, не пускает меня. Ну что значит не пускает? Что значит не пускает? Вы его собственность, вы каким-то образом с ним подписали контракт, у него права на ваше тело, на вашу душу, на ваше сердце. Не пускает. Вы себя отпустите. Вы, скорее всего, вы себя не отпускаете. Сегодня была на тренинге на группе у психолога. Рассказывала про себя, что наконец-то чувствую себя красивой, вижу в зеркале красивую женщину. На что психолог сказала мне: надеюсь, на следующий тренинг ты придешь красивая. Ну, то есть красиво одета, накрашенная. Я пришла на тренинг с работы суток. Девочки из группы подтвердили, что она относится ко мне как-то странно. Что это? Перенос? Скорее всего, перенос, Елена, да. Но, видимо, она себя не принимает, понимаете, в таком естественном состоянии. Именно по этой причине и проявляет агрессию свою. Почему чуть не улыбнетесь, на вас много людей смотрят? И что дальше? Пусть смотрят. Угу. Постоянно приходит, я люблю его, не могу выгнать. Ну вот, значит, это ваш выбор. Гай, это ваш выбор. Он спит с одной женщиной и с другой. Вы выбрали это ваше решение. Я что могу сделать? Как я могу сейчас повлиять на ваше решение? Никак. Вам нравится. Вам нравится. Угу. Можно ли переделать мужчину-бабника, если сама изменюсь? Может, он захочет остаться только со мной? Ну, шанс, конечно, есть, что он поменяется, если вы изменитесь, начнете любить себя. Но для того, чтобы он поменялся окончательно, ему нужно пойти тоже в терапию. Неужели психолог может позволить перенос? Ну, конечно, может, если она сама не ходит в терапию. Вы же понимаете, 80%, чтобы вы понимали просто, 80% психологов не ходят в терапию. Хотя это обязательно. Это обязательно. Невозможно работать с людьми,
и самому не быть в терапии, понимаете? Это просто преступление, самое настоящее. Поэтому это, наверное, один из главных вопросов, который человек должен задавать терапевту перед тем, как соглашаться на терапию. А вы сами в терапию ходите? Сами ходите в терапию, работаете с собой? Когда реально мной интересуется мужчина серьезными мыслями, то начинаю бояться, что жизнь изменится, и отталкиваю. Мужчина, при этом хочу семью. Странно. Ну, конечно, странно, с одной стороны. А с другой стороны, ничего страшного нет. То есть для вас любовь и семья – это нечто опасное. С этим нужно работать. Желательно в терапии. Марк, а вы ходите в терапию? Естественно, Надежда, естественно. Хожу там, вычищаю своих тараканчиков. Так, и вы были уверены, Надежда, в том, что у меня тараканов много в голове? Ну, да, что ж поделать-то. Хочу уйти от мужа, хотелось бы расстаться в дружеских отношениях ради нашего сына, который еще мал. Возможно ли это, если он сам себе дружеских отношений после развода не представляет? Да, не нужно говорить о дружеских отношениях. Не нужно говорить о дружеских отношениях. Нужно говорить о том, что не о дружбе, а говорить об адекватном общении. Дружить не надо. То есть мы не можем остаться друзьями. И врагами не надо быть, и друзьями не надо быть после расставания. Обычное человеческое общение, взаимодействие, связанное с ребенком. Общение с ребенком, воспитание, проявление любви, нежности, чувств, заботы. С мужем развелась и изменилась очень сильно. Я начала работу над собой и поняла, что вы поняли, в разводе всегда виноваты двое. Естественно, что не один. Естественно. Ушла от мужа тирана и абьюзера. Хочу новую счастливую семью. Попадаются только неподходящие мужчины и бабники в основном. Значит, сформирован запрос. Вы же понимаете, когда человек растет от рождения своего, проходит определенные этапы формирования личности, он закладывает модель поведения свою, формирует предрасположенность к отношениям. Если эта предрасположенность сформирована, вы начинаете притягивать в свою жизнь людей, которые соответствуют этому запросу. Бессознательно в вашу жизнь приходят мужчины, насильники, бабники, алкоголики, наркоманы, люди, которые вас не любят, не ценят, не уважают, изменяют, не хотят зарабатывать деньги. Понимаете? О чем это говорит? Не о том, что вам не везет, не о том, что у вас такая судьба. Это говорит о том, что у вас уже существует предрасположенность притягивать к себе определенных персонажей, определенный психотип людей. Людей, с которыми у вас не получится полноценных отношений. Над этим надо работать, понимаете? А не сидеть и ждать, что упадет этот мужик на балкон, пока вы там белье развешиваете, стоите. Не свалится он на крышу. Это не исключено, конечно. Может и залетит какой-то. Но не факт, что он вас устроит, приземлившись на ваш балкон. Стоит начать отношения с мужчиной, если у него есть чувства, а мне он просто приятен. Да, 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 еще раз да. Если вам приятен мужчина, с ним нужно общаться. Не отношения начинать, а позволить ему ухаживать за собой, позволить ему заботиться о вас. Ходить с ним на свидания, принимать от него подарки, принимать от него поступки и действия. Потому что женщина начинает любить мужчину
Любить, не влюбляться, любить мужчину за поступки и за действия. То есть он может быть просто приятен, но вы его полюбите, когда он раскроет свою мужественность в отношениях с вами. Чаще всего женщина влипает в отношения на какой-то такой биохимической реакции, гормональной и страсти. Влетела в розовых очках, там увидела, наделила его потенциалом, нарожала ему уже детей мысленно, в школу их отправила, на свадьбе отгуляли и умерли в один день, пока смерть не разлучит нас. А сейчас у вас есть возможность абсолютно осознанно, абсолютно адекватно общаться с мужчиной без сопровождения гормональной системы, которая вас бы просто-напросто сейчас подбросила в состояние невесомости, и вы бы там летали, мечтая. Мой близкий человек уже 2 года в общении с другой женщиной, и меня при этом не отпускает. Я все чувствовал, и обман, ну понятно. Ну это вы себя не отпускаете, я уже отвечал на этот вопрос. Муж сказал, что ему нужно побыть одному, подумать. Это все, чувства устали. Нет, дайте человеку право принять какое-то решение. Давно подозревала, я на курсе окончательно поняла, что у меня из детства с матерью-абьюзером страх открыться и выражать свои эмоции в общении, быть собой. Имела серьезные отношения с 3 мужчинами. С последним у меня дочь. Ушла от всех. Не было никаких... бьет, пьет, изменяет. Все хорошо было. Но я себя чувствую лучше сама, я боюсь любви. На вашем вебинаре по треугольник выяснилось, что я в основном с мужчинами агрессор. Как от этого лечиться? Сейчас уже старше и с маленьким ребенком ухажеров меньше. Но если вдруг сложатся отношения, хотелось бы быть. Юлия, пересмотрите еще раз, пожалуйста, вебинар «Магический треугольник». Там есть прекрасно все установки и все прописано, я все очень грамотно рассказал. Каким образом действовать агрессору, если он агрессор? Понимаете? Все очень просто там. Сложно при выполнении, но для понимания просто. Начните действовать и посмотрите. Если у меня все бывшие бабники, альфонсы, игроманы, вина моя или нет, нынешней с игровой зависимостью, не вина ваша, а предрасположенность ваша. Вы же понимаете, женщина впускает в свою жизнь мужчин, которые отвлекают ее внимание от нее самой. То есть вы в отношениях с мужчиной в качестве контролера, постоянно следите за ним. Игрок, наркоманит, пьет, альфонс. То есть вы постоянно в состоянии контроля за кем-то, но только себя не контролируете, вы себе не интересны. Так, добрый день, Марк, я прохожу курс «Я женщина», прошло 2 недели. Каждый день курса приводил меня в ступор от осознания, что вся жизнь сплошная ошибка. Мне 52 года, и я более 10 лет совсем одна. Организм сопротивляется, но благодарю вас, что остаток жизни я проживу осознанно и достойно. Вопрос, как можно минимализировать боль внутреннюю, где можно подчеркнуть уверенность? Боль внутреннюю от чего? От состояния одиночества. Вам всего, Валентина, вам всего, моя дорогая, 52 года. Вы знаете слово «всего»? Вот вам всего 52 года, а вы говорите про боль. Сейчас такой возраст и такой период, когда вы можете жить в наслаждении и привлечь в свою жизнь мужчину, который будет любить вас, с которым вам будет хорошо, с которым вы будете себя чувствовать защищенной, принятой. Что значит боль? Поработайте с благодарностью. Я сегодня девочкам давал задание работать с благодарностью. Начните работать, благодарить мир, людей ежедневно, и вы посмотрите, что станет с вашей болью. Почему именно с благодарностью? Когда мы каждый день, вот берем себе такую установку, на протяжении месяца, либо там 21 дня, писать благодарности своим близким. Маме, папе, брату, сестре, родителям, друзьям, коллегам по работе. То есть вы пишете благодарность. Я благодарна тебе за это, за это, за это. Как человек принимает благодарность? Как правило, в большинстве своем отвечает взаимностью, то есть запускает в вашу атмосферу, в вашу вселенную
абсолютно светлую, чистую, наполненную любовью энергию. То есть он отвечает вам тоже добром. Что делает эта энергия? Она и лечит ваши раны. Вот здесь просто нужно понять и осознать. Когда вы концентрируетесь, сейчас одну секунду, Валентина, вот я сейчас о вас говорю, ну и вам говорю, и всем остальным. То есть, когда вы концентрируете свое внимание на боли и пытаетесь с ней работать, то есть заглушить, по факту вы боль не глушите, она не лечится. Да? То есть вы пытаетесь обойти ее, отвлечься, переключить свое внимание, найти какие-то источники искусственно. Зачем эти источники искусственно искать, если вы можете излечить любую свою боль, в том числе и депрессивное состояние, за счет благодарности? Когда вы начинаете благодарить людей, которые находятся вокруг вас. И вам не хватает энергии. Эта энергия, которая у вас есть, она пустая. Она вас не может врачевать. Найдите источники этой энергии. Достаточно начать благодарить людей. Вот я всем девушкам, которые здесь, вот 630 человек в Инстаграм и 374 человека в Ютубе. То есть 1000 человек, больше даже. То есть возьмите за правило себе 21 день благодарить всех людей вокруг, вы всегда найдете за что. Посмотрите, что с вами произойдет. Посмотрите, как поменяется ваша жизнь. Только на одних благодарностях. Это и перспективы вашего личностного роста, и раскрытие вашего потенциала, и возможность залечить раны, которые годами, возможно, вас беспокоят. Я уже уверен на 100%. Вот здесь есть сейчас в трансляции 1000 человек. Из вас 10% это сделает. Остальные на третий день махнут рукой и скажут: нет, я ничего делать не буду. Ну, значит, вам вообще ничего в этой жизни не надо и ничего не поможет. А вы попробуйте сделать это 21 день хотя бы. И посмотрите, как поменяется ваша жизнь. Вот вы вчера говорили о том, что ребенку главное, чтобы мама была радостная. То есть, если маме хорошо и ребенку хорошо. Так вот вопрос, как мне улыбаться, быть счастливой, не сдаваться и не срываться на сцене, когда я не работаю, так как беременна. Денег, естественно, нет, с квартирой проблемы. Так, возможно, выселят. Как мне быть нормальной и спокойной на все реагировать, когда нервы на пределе? Плачу, психую, и чуть что сын сделает не так, ору, как сумасшедшая. И дернуть могу, и в ответ он орет на меня. Я уже вижу, что с психикой у него не все в порядке. Антонина, найдите любимое дело, которое вам приносит радость. Найдите любимое дело, которое вам приносит радость. Вы наверняка что-то умеете делать. Печь, шить, там, я не знаю, рисовать. Найдите любимое дело. И подумайте, как это любимое дело может поспособствовать тому, чтобы оно еще приносило вам деньги. То есть научитесь зарабатывать деньги на своих удовольствиях. Это самый эффективный источник прибыли. Когда вы что-то делаете, кайфуете от этого, это самый эффективный источник. Когда человек занимается нелюбимым делом, ждать роста нельзя. Там ничего не получится. Из-под палки вы никогда не вырастете. А вот если вы начинаете заниматься тем, что вы любите, и вкладываете туда душу свою, у вас всегда будет рост. Вот я люблю свою работу, я развиваюсь в своей работе и расту. Она мне приносит удовольствие, понимаете, и наслаждение. Она тяжелая, вот если говорить про мою работу, она действительно тяжелая, эмоционально тяжелая. Потому что у меня бывают такие дни, когда я прихожу просто с отключенной головой, мне хочется нырнуть куда-то в воду, и вынырнуть, открыть глаза, и как будто бы я новенький, понимаете? Но не получается так. Но в любом случае эта усталость, она даже не приносит удовольствия. Я понимаю, от чего я устаю. Также и в вашей ситуации. Если вы занимаетесь нелюбимым делом, роста никакого не будет. Абсолютно. Так, я люблю лепить из глины. Это и профессия моя, но для того, чтобы я лечил, нужны деньги, опять же, на покупку всех вещей. Печь, глина. Антонина, но смотрите, можно же обойтись и малыми потерями, да? Ну, давайте будем честными. Вот когда есть желание, можно делать все, что угодно. У меня была такая мечта петь.
Я там писал песни, музыку, стихи. И мне очень хотелось петь. И я не знал, куда мне пойти. Приходил в разные там заведения и говорил: возьмите меня на работу, я буду петь. У нас здесь есть люди, которые поют, а у нас есть люди, которые поют. Ну что я начал делать? Я начал общаться на форумах, где переписываются эти вокалисты, композиторы, поэты. Там что-то они пишут, выкладывают стихи, выкладывают свою музыку. Вот. И просто-напросто решил, зашел в одно заведение и говорю: я тут бесплатно, хотите, я вам буду петь? Давайте бесплатно. И я пел бесплатно, понимаете, до тех пор, пока мне самому не предложили остаться за деньги. То есть вы начните с меньшего, пообщайтесь на форумах, где общаются люди, которые что-то делают из глины, ремесленники, какие-то выставки, какие-то мероприятия. Может быть, вы пойдете к кому-то в виде, там, в качестве помощника, что-то сделаете вместе, покажете себя. А может быть, кто-то на форуме скажет: друзья, у меня есть печка там старенькая, хотите, возьмите ее себе, кому отдать. То есть начните наполнять свое пространство энергией, которая будет завязана на вашем любимом деле. Но все-таки человек, который любит музыку, он же не, или там рисование, он же интересуется этим, правда? Ходит на выставки, смотрит на краски, холсты, рамочки, кисточки, сюжеты какие-то собирает. То есть это целая вселенная. То есть в любое место, любая сфера жизни – это искусство. Отношения мужчины и женщины – это самое настоящее искусство. И здесь, почему это искусство? Потому что встретились два обладателя определенной тактики действий, определенного опыта. Это действительно самое настоящее искусство – научиться взаимодействовать двум совершенно разным людям. Работа – это тоже искусство. Понимаете, и воспитание детей – искусство, и употребление пищи – тоже искусство. У меня странные отношения. Мужчина звонит очень редко, пишет в основном, но ревнует постоянно и требует верности. Жалуется, что все его женщины ему изменяли. Есть ли перспектива наших отношений? Это его балалайка, что ему там все изменяли. Это его проблема, что ему изменяли. Вы какое отношение к этому имеете? Вы какое отношение имеете? Никаких оправданий, никаких там разговоров о том: я тебе правда не изменяю, я тебе честно, верно, но я же тебе не даю повода. Не надо. Не надо отвечать грубо, но при этом достаточно вразумительно. В браке оба агрессора, договорились очень тяжело. Муж заботливый, внимательный, не жадный, а по глобальным вопросам смена жилья, рождение детей тянет время и кормит обещаниями на словах. Хочет так. Девушки, смотрите, вот все проблемы, о которых мы сегодня говорим, они все решаются в течение какого-то времени. У нас 23 числа стартует онлайн-программа «Я женщина». Программа рассчитана на девушек, которые что-то хотят поменять в своей жизни. И построить отношения с мужчиной, и выйти замуж, и поработать со своей самооценкой, наладить отношения с детьми, с родителями, развить свой потенциал внутренний. То есть программа подходит для женщин, например, которые находятся в отношениях с женатым мужчиной, кто находится в отношениях с алкоголиками, наркоманами, игроманами, бабниками, которые изменяют, с насильниками, которые бьют, унижают и оскорбляют. Подходит для женщин, которые развод пережили, у которых вообще не получаются отношения с мужчинами. Программа очень глубокая, длится целый месяц. Никуда для этого ходить не надо. Можно все делать вот здесь в телефоне. Для этого нужен только интернет. Открыли его и начинаем. И начинаем, понимаете? Программа начинается 23 сентября. 23 сентября. Продлится ровно 4 недели. Сейчас на программу действует скидка. Ее можно приобрести все 4 недели за 6 900 вместо 10 тысяч. На следующей неделе стоимость вырастет. То есть у вас есть еще буквально суббота и воскресенье для того, чтобы стать участницей программы за 6900 рублей. Для того, чтобы это сделать, девушки, которые смотрят трансляцию в Инстаграм, вам нужно перейти по ссылке в верхней части профиля.
верхняя часть профиля. Вы переходите по ссылочке под описанием Марк Бартон, психолог, телеведущий. Переходите по ссылке, выбираете курс «Я женщина», оплачиваете, попадаете в группу. Девушки, которые смотрят трансляцию в YouTube, под этим видео есть кнопка красненькая «Забронировать участие в курсе по акции». Нажимаете на нее, также заполняете форму, оплачиваете и попадаете в закрытую группу в число участниц. Либо вы можете здесь в комментариях написать свой номер телефона. Завтра менеджер с вами свяжется и поможет вам пройти регистрацию и оплатить. Самое главное в комментариях написать «Хочу скидку на курс», номер телефона с обязательным указанием кода страны, в которой вы проживаете. Так. Так, искусствоведы. Добрый день. Вот вы все про мужиков, с какими не связываться, от каких бежать. У меня вопрос про вас, милые дамы. Внимание. Давай, Андрей, вопрос свой. Жду. Все девушки ждут. Давай, Андрей, вопрос. Очень интересно, что она пишет, правда. Мне самому интересно, когда мужчина, я так понимаю, еще и адекватный человек. То есть часто же появляются в эфире неадекватные. Здесь, понимаем, мужчина хочет задать вопрос. Давайте почитаем, что будет писать. Андрей, мы ждем. Мы ждем вопрос. Таранова, не знаю, чем заняться. Ну, откуда же я знаю, чем вам заняться? Ага. Так, в браке, сейчас. Ну, Андрей там, видимо, такой вопрос пишет. Ого-го. Так, Марк, поможет ли курс с паническими страхами, с психосоматикой, с накручиванием себя? Устал от этого? Да. Да. У нас на курсе, чтобы вы понимали, прорабатываются абсолютно разные состояния. Кто-то приходит с астмой, и курс заканчивается, у людей проходит астма. Причин, почему это происходит, очень много. У кого-то проходят болячки, которые беспокоили годами. Панические атаки тоже мы там разбираем работу гормональной системы, работаем с психосоматикой, поэтому, пожалуйста, проходите регистрацию и попадайте на курс. Нормально ли парню нужно постоянное внимание, общение с другими девушками, имея при этом отношения? Ненормально. Парня проблемы с самооценкой, закомплексованный ваш парень, неуверенный в себе. Вот ему и надо общаться с разными женщинами. Здоровому мужчине не нужно общаться с разными женщинами. Ему достаточно одной любимой, с которой он будет взаимодействовать. Все. А вот это пытаться очаровать всех вокруг, это явный признак того, что у него проблемы и с сексуальной энергией, и с психикой, и с самооценкой, и с уверенностью в себе. Что делать, если в семейной жизни все устраивает, кроме секса? Изменять стыдно, но и без полноценного секса невозможно. Говорить. Обратиться к специалисту, обратиться к сексологу, поговорить с мужчиной. Не нужно умалчивать. Не нужно умалчивать. Ага. Хороший вопрос про жалость и совместную жизнь. Я не заметил вопрос, но я так понимаю, там речь идет о том, что вы живете из жалости. На самом деле не из жалости, вы себя за что-то наказываете. За что вы себя наказываете, нужно разбираться. Мой супруг работает на севере и вахтами, только у него там есть давние друзья, и с пятницы по воскресенье он практически всегда с ними. Со мной в это время он почти не выходит на связь, что вызывает у меня плохие мысли. Как быть? Как вы эти мысли можете побороть, Татьяна? Я думаю, что никак, если муж не выходит на связь. Да? Ну, во-первых, это неуважительное отношение к женщине, которая переживает и беспокоится. Если быть еще более откровенным, это насильственные действия, это тоже своего рода абьюз, такая пассивная агрессия, молчание в виде пассивной агрессии.
Почему? Потому что если бы вы, например, он позвонил вам и сказал, вот с ребятами там сидим, отдыхаем, обнимаю, люблю, целую, пока. Все, у вас раз напряжение эмоциональное ушло. А так он вам дает почву включать свое воображение. А женское воображение, вы сами знаете, как работает. Дай только мысль, и вы из этой мысли, там, не знаю, что нарисуете. Картины маслом у вас будут. У вас все получится. Вы специалисты. Придумать себе, прочитать мысли, гипертрофировать свои мысли, масштабировать и запустить их во Вселенную. Муж ничего не рассказывает о своей работе. Наверное, чтобы не донимала ревностью. Стоит ли расспрашивать? Мне обидно. Ну, не знаю. Мне кажется странно, что вы не знаете, где ваш муж работает. Или вы знаете, где он работает, но вам нужны подробности. Зачем вам эти подробности? Зачем вам эти подробности? Если парень говорит, что любит, но при этом свадьба будет с другой. Ну, с кукушками у него не все в порядке у вашего парня. Может, не хватает столько текста, попробую из 2 частей. Андрей, мы уже вас потеряли. Давайте по кусочками, там, абзацами. Мы пока будем отвечать на одну часть вопроса, вы вторую будете набрасывать. Уже подумали все, что вы очередной мужчина, который всех обманывает. Написал, сейчас покажу и убежал. Так, ждем. Живем вместе, спим отдельно. Ай-яй-яй. Поэтому примите для себя решение. Если хотите поменять что-то в своей жизни, ну так давайте менять. Сейчас, здесь, не завтра, не послезавтра. 23 числа у нас программа стартует. Пожалуйста, ссылка на регистрацию находится в верхней части профиля Instagram. Под описанием Марк Бартон, психолог, телеведущий, есть ссылочка. Нажимаете, проходите регистрацию, попадаете в группу. Девушки в Ютубе, под этим видео находится красная кнопочка. Также нажимаете, попадаете на страничку, где можно пройти регистрацию. Либо в комментариях пишите, хочу скидку на курс, номер телефона с указанием кода страны. Вы не ответили на мой вопрос, значит, не успели прочесть или не удостоилось внимания. Виктория, я к каждому вопросу, который поступает здесь и сюда, отношусь с уважением. Даже если он наполнен какой-то банальностью. Такое часто бывает, к сожалению. Где ответ на него очевиден. Но дело в том, что у меня 2 глаза, и даже 2 глазами у меня не получается отслеживать комментарии в Инстаграме и в Ютубе. Понимаете? А тем более уж все. Как быть, если у меня от первого брака 3 дочки? Вышла замуж во 2-й раз, знала, на что иду. Он сидевший, все устраивает в нем отношение к детям и ко мне, но устала от его друзей, постоянно друзья. Но стадное чувство у всех мужиков есть, мы все тянемся к мужскому обществу. Это как генетическая память, понимаете, генетическая. Общение мужчины с другими мужчинами, потому что все-таки еще не так давно мы с женщинами проводили гораздо меньше времени, нежели проводили с мужчинами. Ходили на охоту, ходили на войну, обрабатывали земли и многое-многое другое. Ну и все-таки, знаете, в мужском обществе мужчине проще работать со своими слабостями и страхами. А с женщиной не очень-то получается. Стоит только начать женщине рассказывать, что там у меня вот проблемы там-сям, она тебе начинает давать советы. Если ты советы не принимаешь, она начинает потом обесценивать тебя, говорить, вот это.
Мне 43, в разводе, мужчине 46, разведен, из другого города, вероятно, живет с женщиной. Встречаемся 5 месяцев, о планах не говорит. Могут ли наши встречи перейти в что-то серьезное или уже нет? Не могу знать, не знаю про ваши отношения, из чего они состоят. Хочу с ним расстаться, но не могу, так как любит и очень помогает. Боюсь обидеть. Да, дело не в обиде, там какая-то вторичная выгода другая есть у вас. Правильно ли родители алкоголиков посылать на лечение? Требовать не могу с ними нормально после запоев общаться. Как правильно для всех, и для меня, и для них. Это ответственность ваших родителей. Если они вас просят отправить их на лечение, отправляйте. Если не просят, не отправляйте. Вы своим желанием помочь родителям избавиться от алкоголизма только хуже делаете. Только хуже делаете. Невозможно спасти человека, который не хочет себя спасать сам. Все. Я приняла решение выйти из отношений со своим мужем. Как выйти безболезненно для детей, для меня и для мужа? Сесть поговорить с мужем бесполезно. Все воспринимается в штыки. Если мужем воспринимается в штыки, сделайте все возможное, чтобы этот выход из отношений был безопасным для вас и для ваших детей. Для этого нужно поговорить с детьми. Я не знаю, сколько им лет, но объяснить, что так бывает, что мужчина и женщина расстаются. Но при этом мама и папа есть всегда. Что дети очень болезненно воспринимают расставание родителей, когда, то есть в представлении детей у меня больше никогда не будет папы. Для него это катастрофа, для ребенка. А когда вы говорите, папа есть, мама есть, мы будем общаться, вы будете встречаться, вы будете ходить в гости, и все будет прекрасно, и игры, любовь, чувства, все замечательно. Тогда и для детей все совершенно по-другому. Понимаете? Угу. Настенка пишет, снять меня с курса. Да как вас оттуда снять? Вы там сидите как-то на нем. Что значит снять вас с курса? Можете пояснить, пожалуйста? Почему после развода не тянет к мужу обратно? Ничего, много разочарования, обид, изменял его мама и авторитет. Только как он будет вас тянуть обратно, если он вас изменял? Зачем он вас тянул обратно? Почему не тянет? Да потому не тянет, что вам с ним плохо было. Угу. У нас до конца эфира осталось 1,5 минуты. Я еще раз хочу напомнить, что у нас в понедельник, 23 сентября, стартует онлайн-курс «Я такая одна», то есть «Я женщина». И это онлайн-курс, можете принимать участие из любой точки мира. Сейчас у нас действует скидка. За игнор моего вопроса, заданного вам в 4 раза не хочу курса. Ой, господи. Детский сад, да? Детский сад, Настя. Правда, честное слово. Не хотите, не надо, что я вас уговаривать, что буду здесь сидеть. Папу нашли вы мне или что? Не нравится что-то, до свидания. Снимите 4 раза. У меня тут 1000 человек сидит с вопросами, 4 раза не ответили. Будьте боже мой. Ссылка на регистрацию находится в верхней части профиля Instagram. Для тех, кто в Instagram. Под описанием Марк Бартон, психолог, телеведущий. Девушки в YouTube, регистрация по кнопке под этим видео, либо здесь в комментариях пишите свой номер телефона и фразу «Хочу скидку на курс». Курс стоит 10 тысяч, со скидкой 6 900. Поэтому всем всего хорошего. Увидимся с вами уже, не знаю, может быть завтра, а может быть в понедельник. В понедельник у нас продолжается онлайн-курс бесплатный. Я такая одна, удобная или уникальная. Ссылка тоже в верхней части профиля Instagram. Всем что я могу пожелать? Хорошего вечера, любите себя, пожалуйста. Если хотите что-то поменять в жизни, начните с себя. С себя, не с кого-то. Тогда все станет на свои места. Не надо менять людей, меняйте себя. Меняйте себя. Бесплатно, слабо, конечно. Всем пока. Пока.